Всем привет! С вами Ирина, и я рада вас приветствовать на своем кулинарном канале. Сегодня я вам предлагаю приготовить такой нежнейший рассыпчатый яблочный пирог. Готовится он очень просто, быстро, поэтому поделюсь с вами рецептом. Для приготовления пирога нам понадобятся яблоки, немного лимонного сока, мягкое сливочное масло, яйца, ванилин, разрыхлитель, сахар и мука. Количество используемых мной ингредиентов вы найдете в описании под этим видео. Для начала подготовим яблоки. Их нужно очистить от кожуры, от сердцевины и от семян. Таким образом очищаю их ножом. Разрезаю пополам и удаляю все лишнее. То же самое проделываю со всеми яблоками. Очищенную мякоть яблок нарезаем тонкими слайсами. То есть я пол яблока сначала разрезаю еще пополам и нарезаю такими тонкими пластинами. Нарезаю их быстро, чтобы яблоки не успели потемнеть. Яблоки у меня домашние, поэтому они очень быстро темнеют и выглядят не очень эстетично, как покупные. Сбрызгиваем нарезанные яблоки лимонным соком и перемешиваем. Лимонного сока нужно немного, буквально чайную или столовую ложку. Таким образом яблоки не потемнеют, пока мы будем готовить тесто. Теперь в глубокую чашу разбиваем 2 яйца. И немного их взбиваем миксером. Далее постепенно добавляем сахар и продолжаем взбивать яйца до бела. Кладем мягкое сливочное масло и еще немного перемешиваем. С маслом долго взбивать не нужно, просто перемешали и все. Остались сухие ингредиенты. Высыпаем муку, но всю муку я сразу не высыпаю, буду смотреть по консистенции. Разрыхлитель, ванилин и замешиваем тесто. Тесто должно получиться кремообразной консистенции. Не забывайте подписываться на мой канал, потому что у меня на канале много простых и вкусных рецептов, в том числе и с яблоками. Есть сладкая выпечка, несладкая выпечка, торты, рецепты на каждый день, поэтому обязательно подписывайтесь и поставьте лайк этому выпуску. Продолжаю добавлять муку. Как видите, тесто получилось как густой крем. В полученную массу высыпаем нарезанные яблоки и все это хорошо перемешиваем ложкой или лопаткой. Я взяла лопатку. Сначала может показаться, что яблок здесь слишком много, а теста мало, но на самом деле это не так. Яблок должно быть много в этом пироге. Все хорошо перемешиваем. Яблоки очень хорошо перемешиваются с этим тестом. Получилась такая яблочно-кремовая масса. Затем форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой. У меня форма керамическая. Можно брать абсолютно любую форму, металлическую, разъемную, круглую, какую хотите. Вот у меня керамическая прямоугольная. Смазываем ее небольшим количеством растительного масла. Так, быстренько по дну и по бокам пергаментной бумаги. И полученную яблочную массу распределяем по дну формы. Таким образом, аккуратненько, чтобы не было пустот. Кроме кулинарного канала у меня есть лайв-канал, поэтому на него тоже подписывайтесь, там много всего интересного и полезного. Отправляем наше тесто в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 30-35 минут. Прошло полчаса. Давайте попробуем. Пропекся ли пирог. Протыкаем его
деревянной шпажкой видим, что пирог хорошо пропекся и сверху зарумянился. Я держала пирог в духовке всего полчаса. Я вытащила пирог из формы, бумагу убирать не стала. Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой. Я не знаю, почему он на камере выглядит таким темным. На самом деле пирог светлее. Так красиво его посыпаем обильно сахарной пудрой. Пирог очень мягкий, прекрасно разрезается. Покажу вам сейчас, как он выглядит. Смотрите, какая красота, какой он рассыпчатый. Переложим на тарелку. Яблоки выбирайте спелые, чтобы они успевали пропекаться за полчаса. Просто если яблоки будут с зеленцой, то и будут сами немножко, как жестковаты давать вот этот. А чтобы они были супер мягкими, пирог нереально мягкий. Посмотрите, рыхлый, мягкий, нежный, и он просто тает во рту. Если вам понравился рецепт, то обязательно поставьте лайк этому выпуску, напишите комментарий, подписывайтесь на мои другие соцсети и всем приятного аппетита!